Эвакуация из столицы? Ситуация чрезвычайная. Президент срочно призывает к ответу местные власти. Что происходит? Генштаб озвучил планы на оккупацию, а Трамп называет виновника остановки мирного процесса. Вы удивитесь, когда узнаете. Армия осталась без оружия. Атакован важнейший маршрут. Досмотрите. По всей России гибнут младенцы. Какую судьбу суд приготовил тому, кто это допустил? И почему по всей стране вспыхивают протесты? Сотни политзаключенных на свободе. Режим объявляет оттепель. Тайная операция ФСБ в Европе. На ком тестировали секретное оружие спецслужб. Все с разрешения правительства. Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 15 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Чрезвычайная ситуация. Школы могут уйти в специальный режим уже сейчас из-за энергетики. Владимир Зеленский заявил, что Минобразование и местные власти должны срочно подготовить предложение, как будет устроено обучение на время чрезвичайной ситуації в енергосистемі. Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці. Це дасть більше можливостей. Кабінет міністрів України максимально спростить все, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Я доручив переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації. Кроме того, минувшей ночью из-за российского удара еще 2 области остались без электричества. Обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине, говорят в Минэнерго. Но самая сложная ситуация остается таки в Киеве и области. Украинские депутаты тем временем говорят, есть ли вероятность эвакуации из столицы. І по 10 годин плюс може не бути світла, і багато будинків ще залишаються без опалення. І є там відповідні проблеми з водопостачанням і з системами опалення, але поки що якихось там механізмів, які б свідчили про те, що потрібно там швидко проводити евакуацію, я особисто не бачу. Тревожные новости с фронта. Российские генералы рапортуют об успешных успехах. И должно быть, это тот редкий случай, когда в этих словах есть частичка правды. В районе Степногорска в Запорожской области армия РФ добивается локальных прорывов за счет тактики инфильтрации. То есть несколько пехотинцев просачиваются, закрепляются в застройке и тянут линию фронта глубже. Аналитики Deep State сравнивают это с тем, как поглощали позиции на Покровском направлении. Без больших колонн, но с постоянным просачиванием. В Deep State уточняют, в самом Степногорске еще есть украинские позиции, но сейчас они вперемешку. Линия стала рваной и еще более опасной. Но в российском Генштабе, как обычно, отчитываются об успехах, даже тех, которых на самом деле нет. Но это привычно. За 2 недели января освобождено 8 населенных пунктов, и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделению группировки «Запад», противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены. Ключевой инструмент — дроны. Операторы БПЛА стараются вылавливать российские группы еще на подходах или уже в застройке. Аналитики отмечают, после потери южной части Степногорска с многоэтажками у россиян появилась возможность там накапливать силы и готовиться к следующему рывку. Параллельно они просачиваются в Приморское, где плотная частная застройка и меньшее разрушение дают шанс двигаться скрытно. Так формируется большая серая зона. При этом погода мешает украинским беспилотникам, и россияне используют туман, холод и снег для продвижения. Оружейный маршрут атакован. Гражданский сухогруз или таки военный корабль. Судно, следовавшее маршрутом Иран-Россия, рухнул в Каспии. И да, это тот самый коридор, который в расследованиях называли линией вероятных морских поставок оружия в РФ. 14 января 2026 года береговые службы Туркменистана в Каспийском море получили сигнал СОС от иранского сухогрузного судна «Рона», которое потерпело бедствие.
Береговые службы спасли 14 человек, граждан Ирана и Индии. Причины крушения пока не раскрывают, идут стандартные процедуры, но главное – его след в трекинге. Важные истории пишут. С октября 2024 по декабрь 2025 Рона 20 раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова, приходя из иранских портов Амирабад и Анзели. И сейчас снова ушел в Астрахань. CNN в 2023 году указывал, что именно связка Астрахань-Амирабад-Анзели – ключевой в маршрут вероятных поставок оружия из Ирана в РФ. А The Wall Street Journal писал о сотнях тысяч артснарядов и других боеприпасах, которые могли идти этим путем. Измеритель настроения президента сломан. Дональд Трамп снова поменял мнение. Кто тормозит мирную сделку, Путин или Зеленский? Дональд Трамп реагирует на вопрос журналистов о вероятной встрече спецпредставителя Уиткофа и Кушнера в Москве с Путиным. Говорит, не знает ничего об этом, а также называет того, кто сейчас является главным препятствием к миру. Вы удивитесь. Я думаю, что он, Путин, готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку. И еще деталь. Трамп не исключил личные встречи с Зеленским на форуме в Давосе. Далее цитата. «Я бы встретился, если он там будет. Я буду там». Конец цитаты, говорит президент США. Интересно, что раньше мы слышали именно такие формулировки, но со стороны украинского президента, когда тот искал встречи с Трампом. Что-то поменялось? Как думаете? Пишите в комментарии, не забывайте. Пока Вашингтон обсуждает, как бить или не бить по Венесуэле, Каракас выпускает политзаключенных и делает вид, что начинается новая эпоха. Вице-президент Делси Родригес заявила, процесс начался около месяца назад по инициативе Николаса Мадуро, и всего должны освободить 406 человек. Она говорит о сосуществовании и терпимости, но сразу добавляет, насилие не простят, закон будут применять жестко. Цель – расширить политическое пространство. Послание предельно ясно. Венесуэла входит в новый политический этап, который допускает взаимопонимание, несмотря на разногласия и идеологическое многообразие. Но это возможно только при уважении друг к другу и при уважении прав человека. Ненависть, нетерпимость и акты насилия недопустимы. Закон будет строго соблюдаться. Президент США назвал ИО президента Венесуэлы потрясающим человеком. Можно рассмотреть предпосылки к снижению градуса накала ситуации. Но в США в этот же момент Сенат провалил попытку ограничить Трампа по военным действиям против Венесуэлы. Reuters пишет, резолюцию по War Powers фактически прибили процедурой. Счет был равный, и вице-президент Джей Ди Венс разрубил ничью. Ключевая деталь: два республиканца в последний момент поменяли позицию под давлением Белого дома. Итак, по этому голосованию за 50, против 50. Сенат разделился поровну. Вице-президент голосует за, и пункт поддержан. Я прослежу за этим. То есть картинка такая. Каракас демонстрирует разрядку через освобождение политзаключенных, а Вашингтон одновременно оставляет Трампу развязанные руки и спорит не о мире, а о том, считается ли это вообще боевыми действиями. В России людей не увольняют, а если увольняют, то летально. Или таки самоубийство. По данным источника ТАСС, утром 15 января в частном доме нашли мертвым бывшего замминистра труда России Алексея Скляра. Рядом, как сообщают медиа, нашли пистолет. Медиа пишут, что перед смертью Скляр мог оставить прощальную запись в телеграм-канале, где заявил, что во всем виновата его жена. Вдова Юлия, по данным издания «База», говорить с журналистами отказалась, сославшись на сильное эмоциональное потрясение. Скляру было 50 лет, он был заместителем министра труда и соцзащиты в 18-22 годах и курировал цифровые системы и электронные госуслуги. С начала широкомасштабной войны, к слову, уже 20 топ-чиновников умерли при загадочных обстоятельствах в России. 9 младенцев погибли, а фигуранта выпускают из-под стражи прямо в зале суда. В Новокузнецке суд избрал запрет определенных действий исполняющему обязанности зав. Отделением роддома Алексею Эмиху по делу о смерти 9 новорожденных. Следственный комитет требовал ареста. Прокуратура настаивала на домашнем аресте. Защита просила отпустить под подписку или ограничиться запретом. И суд выбрал именно этот вариант.
И это запускает лавину. На фоне истории Новокузнецка в публичное поле полезли новые обвинения уже из других регионов, в том числе из Калининграда. Женщины, рожавшие в местном перинатальном центре, рассказывают о тяжелых родах, поздно сделанном кесаревом и травмах детей после вытягивания щипцами и вакуумом. По их словам, в нескольких случаях младенцы выжили, но получили серьезные травмы. Главное, эти истории не остались разговором на кухнях. Женщины объединились и добились возбуждения уголовных дел по факту халатности. А после Новокузнецка вопрос звучит еще жестче. Где граница между осложнениями и системой, которая годами списывает чужие трагедии на «не повезло»? Не забывайте свои комментарии оставлять на эту тему тоже, как и на любую другую, прямо под видео. ФСБ в Сербии тестировала звуковую пушку на собаках сразу после того, как на улицах Белграда люди жаловались на оглушающий удар. Политику пишет: в распоряжении редакции оказались документы сербского правительства, где описаны испытания дальнодействующих акустических устройств вместе с российской спецслужбой. По этим документам эксперимент провели примерно через 2 недели после митинга 15 марта 2025 года, когда демонстрацию прервал резкий звук, и часть людей обращалась за медицинской помощью. Устройство, как сообщается, гоняли на расстояниях 200, 150, 150 и 25 метров, а заявленная громкость таких систем может доходить до 150 децибел, как реактивный двигатель на взлете. Притом эксперты говорят, что собаки не жаловались. При передаче базовых и тестовых сигналов биологические объекты собаки не испытывали дискомфорта на исследуемом расстоянии. Собаки были проверены через 3 дня после испытаний и не показали никаких изменений в своем состоянии. И вершина айсберга. Спустя месяц сербская спецслужба выпускает отчет, где заявляет, что устройства высокой громкости на протестах не применялись. А политика указывает, что этот отчет был подготовлен в ФСБ. То есть на публике ничего не было, а в документах испытания на всякий случай. Да еще и на собаках. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что США начинают выводить часть войск с ближневосточных баз, а на оккупированных территориях запустили подготовку к мобилизации. Дания усиливает присутствие на острове, Франция обещает каскадные последствия и открывает консульство в Гренландии, требуя прекратить шантаж. И, наконец, рассказывали о ползучей оккупации России. Если пропустили, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами увидимся уже утром.